Представьте себе город будущего, в котором все люди равны. Город, в котором нет богатых и бедных. Город, в котором ни у кого из жителей нет собственности, а потому отсутствует зависть, ненависть и жадность. Город, в котором люди живут в гармонии и в единстве с природой. Город, в котором люди любят друг друга и заботятся друг о друге, работая на общее благо. Это город солнца из утопии Томмазо Кампанеллы. А теперь задайте себе вопрос: может ли подобное место существовать на нашей планете? Возможно ли воссоздать мечту о всеобщем равенстве и единстве? И да, и нет. Такой город действительно существует в реальности, но не спешите радоваться, потому что, как и любая сказка всегда имеет изнанку, так и любая утопия всегда прекрасная снаружи, лжива изнутри. Итак, мы приехали в Ауравиль, знаменитый проект «Утопию», где идеи коммунизма и духовность мирно сосуществуют вместе. Ауравиль занимает достаточно внушительную по площади территорию, поэтому для того, чтобы передвигаться по нему, необходим транспорт. Гости могут воспользоваться рикшами, поджидающими туристов у входа, либо, как в нашем случае, приехать на собственной машине. У входа нас встречает Анна, жительница Ауравиля. Ей 71 год, но Анна бойко передвигается на байке, и на свои 70 она совершенно не выглядит. Она приглашает нас проследовать за ней до гостевого корпуса, откуда и начинается наш осмотр Ауравиля. Зайдя в корпус, Анна сразу же начинает рассказывать нам историю своей жизни, о том, как она попала сюда и что это вообще за место. И тут у меня случается легкий шок от услышанного. Вот, например, вот сейчас вот строят новый проект. 2 больших дома, 4-этажных. И люди покупают квартиры в этом проекте. Разные люди. Они, конечно, собираются. И они, конечно, друг друга знают. Вот в моем случае было так. Я живу в доме, который мы 7 лет будем. И когда мне надо было перейти в него, и я узнала, кто там, и я пришла и говорю, что, например, что вот эти все люди, которые записались, вот все, вот, например, вот этот человек меня не устраивает, вот этот тоже меня не устраивает. Я уже с ним жила, и знаю, что он пьяница, и не надо мне этой энергии здесь, она нет. Затем она показывает нам макет Матримандира, своеобразного священного места Ауравиля. Это гигантский золотой шар, расположенный в центре большого поля. Слово «Матримандир» буквально означает «дом матери». Это географический и духовный центр Ауравиля. Отсюда лучами расходятся дороги во все кварталы города. Матримандир представляет собой огромную золотую сферу, поднимающуюся из-под земли и как бы символизирующую, по задумке архитекторов, рождение нового сознания. Строительство его до сих пор не окончено, поскольку в проекте есть план окружить эту сферу водой. Шар покрыт листами чистого золота. Когда перед строителями встала проблема того, что золото со временем крошится и стирается, был разработан специальный проект по закрытию золотых пластин защитным стеклом. Жители Ауравиля любят хвастаться тем, что внутри этого шара находится гигантский кристалл, сделанный специально для города по заказу компании Carl Zeiss. Фотографы, которые любят покупать объективы, знают стоимость оптики со стеклами от этого немецкого производителя. Для чего же этот дорогой кристалл предназначен, спрашиваю я. Для групповых медитаций, которые проводятся среди жителей. Здесь вам расскажут, что этот хрустальный шар весом в 400 килограмм, установленный в центре внутренней залы, является олицетворением новой эры, символом единства и духовной просвещенности. «Можно ли попасть внутрь, чтобы посмотреть на это чудо?» – спрашиваю я. Нет, следует мне ответ. Матримандир закрыт для праздных туристов. И можно только посетить медитацию, чтобы посидеть рядом с этим хрустальным шаром стоимостью в несколько сотен тысяч долларов. Для этого нужно лично прийти и записаться за несколько дней. То есть туристам, заехавшим в Ауравиль на один день, лучше сразу смириться и посмотреть красивый фильм, который расскажет про единство людей на планете и про символ этого единства.
because that becomes the symbol of future realizations. Строительство Ауравиля было задумано так называемой матерью, последовательницей Шри Аурабинда. Сейчас книги с биографией Миры Аль-Фаси и с сочинениями Аурабинда продаются здесь в разных вариациях и изданиях на каждом шагу. А портреты этой женщины здесь развешаны повсюду. Она настоящий бог и кумир Ауравиля. Ветрогенераторы, парогенераторы 500, домов, которые используют солнечную энергию, 250, живут только на возобновляемой энергии, 26. Население. Так, дальше. Видимо, община. Да. Послушав про единство и про величественные задумки матери Ауравиля, отправляемся вместе с Анной посмотреть на ее квартиру. У нас будет возможность задать ей все интересующие вопросы про Ауравиль. Я сразу извиняюсь перед зрителями за качество съемки, потому что Анна крайне негативно относилась к моим попыткам снимать ее на камеру, хотя в интернете существует огромное количество фильмов, в которых у нее берут интервью. Видимо, Анна очень боялась сказать лишнего на камеру непроверенному общиной человеку. Вот эти люди построились так. Один человек, который давно жил и который работал с Раджанджи, он пришел и сказал: я хочу построить себе там что-то такое большое. А ему сказали: а нет. Как бы тут деньги не главное. Он говорит: ну хорошо, я построю для всех. Он сам миллионер, он собрал по всем Италиям и Франциям денег и построил эти 2 дома. Часть квартир продана, дорогие очень квартиры. А если не секрет, какова стоимость квартиры? Ну, сколько стоит квартира? Здесь они считают лаками. Не снимай ты. Лак – это 100 тысяч рублей. Сейчас это 100 тысяч рублей. Да? Так вот, большая трехкомнатная квартира стоит 50 лаков. Ну вот мы и подобрались к сути. А теперь внимание. Стоимость маленькой квартиры составляет 5 миллионов рублей. За эти деньги вы получите просто право проживания. Но квартира не будет вашей собственностью. Вы не будете владеть купленной недвижимостью в полном смысле этого слова. То есть не сможете ее продавать, завещать, дарить или распоряжаться иным образом. В любой момент вас могут изгнать из общины, а поскольку вы купили лишь эфемерное право проживания, ничем не гарантированное, то вы добровольно и на всю свою жизнь стали заложником, рабом этого города. Чтобы не потерять вложенные деньги и свою мечту, вы должны будете всю оставшуюся жизнь работать на Ауравиль. Чтобы убедиться в этом, достаточно посетить сайт русской общины Ауравиля, на котором подробно описана процедура получения гражданства этой утопии. Вы можете передать Ауравилю имеющиеся у вас средства, чтобы Ауравиль купил участок, и затем вы по договоренности с городом можете на нем поселиться, если это не противоречит генеральному плану Ауравиля, который лучше изучить заранее. Ауравилец должен освободиться от ощущения личной собственности. В материальном мире все, что необходимо для нашей жизни и нашего действия, дается в наше распоряжение, согласно тому месту, которое мы должны занять. Этот процесс длится больше года. За это время ты должен жить на свои деньги, должен работать, должен заполнить 1000 анкет. Как ты собираешься решить свою жилищную проблему, то все. Для молодежи легче, безусловно. Иными словами, под благовидным предлогом отсутствия собственности, которое только порождает между людьми зависть и классовое неравенство,
от вас требуют отдать общине накопленные деньги. И когда вы это сделаете, то уже не сможете быть хозяином самому себе, потому что легко можете быть лишены гражданства за неповиновение городу, то есть конкретным людям, которые стоят во главе этого города. А значит, вы лишитесь и тех денег, на которые вы купили себе право проживания. Прекрасный инструмент для манипулирования сознанием. Я не думаю, что кто-нибудь был большим материалистом, чем я. Со всем моим практическим, здравым смыслом и позитивизмом. Но вы можете возразить мне про великую духовность, которой славится это место, и сказать, что я здесь не жил и потому не могу рассуждать объективно. Да, это так. Но вот вам рассказ о духовности от одного из гостей Ауравиля, опубликованный им в собственном блоге. У Ярославы резались зубки и спала она первую ночь в Ауравиле не очень спокойно. А за стеной спал хозяин гостевого дома. В итоге на следующее утро нас разбудил стук в дверь. Хозяин русского геста сказал нам: «Ребята, я вообще не выспался. Извините, но мы стараемся не брать постояльцев с детьми. Поищите себе другое жилье». Честное слово, удивил. Нет бы спросить, как у вас дела и не нужно ли чем-то помочь. Мы люди мира и не собирались обижаться на кого-то. В Ауравиле не очень любят детей. Они же отвлекают от медитации. Вот у меня сейчас приехала женщина, такая вообще, чуть с ума не сошла. Хоть она и русская. Почему? Слава Богу. А вот я не знаю, вот что-то во мне такое, что она у меня вызывала такое раздражение, просто дикое. Я не могла понять, потому что это как бы не моя натура, и я думаю, что такое? Ну, потихоньку вот так. Хочу заранее попросить прощения, если тон моего видео оскорбит кого-то из жителей Ауравиля, и предупредить, что все вышесказанное является сугубо личным мнением автора и не обязательно должно разделяться членами остальной группы. Хочу также особо подчеркнуть, что я не обвиняю Совет управляющих Ауравиля в мошенничестве, поскольку принятие решения о получении гражданства является осознанным волеизъявлением человека, основанным на открытой и правдоподобной информации о последствиях такого решения, а потому не носит в себе признаков порока воли и не имеется никаких доказательств обратного. Более того, несмотря на все минусы статуса гражданина Ауравиля, получить этот статус крайне затруднительно. Хочешь покататься, скажи честно. Я боюсь. Ну а мы тем временем продолжаем осмотр города. Анна сопровождает нас в один из корпусов, в котором находится знаменитый стол мира, созданный японским мастером по дереву Джорджем Накашима. Стол этот изготовлен из цельного куска. Что примечательно, всего в мире таких столов, изготовленных из одного дерева, 3. Один из них находится в Нью-Йорке, а второй у нас в Москве. Видимо, прав был художник, полагая, что гармония в мире будет достигнута, если между двумя ядерными сверхдержавами установится взаимопонимание и дружба. Считается, что люди, сидящие за одним из этих столов, должны разрешать любые противоречия только мирным путем, то есть путем конструктивного диалога и в попытках услышать друг друга. Идея Ауравиля – это объединить нации. Кто угодно может приехать и жить. Кто угодно. Объединить нации, чтобы они нашли общий язык. Это очень трудно, это очень тяжело. А все друг друга раздражают. Английский. Английский. Все друг друга общаются. Да. Вот за 50 лет существования Ауравиля уже многие постарели. Те, кто приезжали сюда юными, хиппи, они уже старенькие, уже как я. И уже они лечатся. И очень много. Раньше этого не было. Всем платилась страховка. Здесь бесплатные зубы лечат, бесплатное протезирование, бесплатные там какие-то операции бесплатные. Вот, то есть Ауравиль оплачивает, не то чтобы бесплатно. Если он делает где-то, а Ауравиль оплачивает туда. И сейчас эти фонды расходятся, и их не хватает. Поэтому если приезжают люди пожилые, они уже покупают страховку, которая стоит 2 лака. Потом посчитайте.
Когда я готовился к поездке в Тамилнад, я много читал про Ауравиль, и у меня сложилось впечатление, что город живет без денег. Однако это мнение ошибочно. Деньги тут есть, но их не выдают на руки. В магазине, который называется кооперативом, любой может взять себе все, что ему необходимо. Здесь есть основные продукты питания, лекарства и простая одежда. Все взятое из кооператива считается и списывается с личного баланса жителя. Цены завышены, в них включен немаленький городской налог, который, кроме того, взимается еще и из зарплаты каждого жителя. 15 числа мы видим, сколько у нас осталось на счету. И 25-го мы тоже это видим. Вам дважды напоминают. Покупать можно, получать нельзя. Денег не получишь, на свои деньги все. Покупать все можно. А, то есть здесь продается? Конечно, продается. Не все здесь мизантропы. Встречаются и светлые люди. На кассе мы, например, познакомились с Авророй, дальней родственницей Рерихов. Она родилась и выросла в Ауравиле. Ее добрая улыбка частично реабилитировала в моих глазах это странное место. Получаю, например, денег. Вот моя полная зарплата где-то 10 тысяч. Не долларов. 10 тысяч, из них 2,5 идет на развитие города. Типа налога. Да, да, у всех. Город развивается, поэтому, когда мы видим там высокие цены, мы высчитываем, что 33% ушло на развитие города. Сам Матримандир является такой красивой очень инженерной находкой. Я не знаю, как он работает, и работает ли он вообще. Это, наверное, вот то, что нам, как пирамида. То есть мы на них смотрим, и это красиво. Но то, что там вот такие деньги потрачены, просто вдуматься, в нищей Индии стоит огромный шар из золота. Там, например, есть стол мира. Это один из 3 столов, который вот один, между прочим, находится в Нью-Йорке, один у нас в Москве, где же еще, другой там. И это очень было так интересно, такую же московскую вещь потрогать совершенно в другой стране. Эти, кстати, 3 стола связаны, потому что они из одного и того же дерева сделаны, так сказать, одним спилом все. Если вы будете в Индии, посетите, составьте свое мнение. Попробуйте поговорить с жителями, но сразу предупреждаю, жители настроены автоматически на защиту. То есть они будут сначала с недоверием и агрессией к вам относиться. И это нормально. Примите это как данность. И попробуйте просто разговориться с ними, чтобы понять что-то вообще там. Просто так остались там многие люди. То есть я не могу сказать, что там все плохо. Ну, нельзя так сказать, потому что там люди живут. Там живет больше 2000 человек. А почему у вас нет выходных? У меня есть, только они заняты. Здравствуйте, вот они вы. Да, мы хорошо, мы раз в год случились. Нет, еще другие приедут. Сможете ли вы вписаться в этот образ жизни или нет, это во многом зависит от вас. Ключом к успеху в Ауравиле, да и, пожалуй, в любой точке земного шара, является то, насколько быстро и точно вы сможете найти себя. Важно не чистить картошку на кухне, хотя и это важно тоже в какой-то степени, но гораздо важнее понять, что ты можешь делать для общины и делать это с радостью, чтобы работа доставляла удовольствие. Анне в этом смысле повезло. Она смогла найти себя, а значит, она смогла открыть Ауравиль в своем сердце. Если ты хочешь работать по специальности, и ты, например, там дизайнер атомных станций, то очень сложно найти, да? А вот пойти и чистить огурцы на общей этой кухне спокойненько можно. И когда глазурь расплывается, растекается, вот тогда она становится прозрачной, и тогда глазурная тарелочка. Такой эффект акварели, да, получается? Ну, вот такой он эффект. Забыли положить стекло, вот это стекло растечется. Потрясающе, знаете, я не могу вообще глаз оторвать. Вот так вот. И вот она получается вот такая серенькая. Стоп. Да, вот такая серенькая. Потом идет первый обжиг. И после первого обжига она получается
Вот такого цвета. Розового? Да, вот такого. Вот это до обжига, вот это после обжига. Это первый обжиг. Вот это расписано, еще не полито. Да. Специальные подглазурные краски, которые мы покупаем в Мумбаи, в Москве, кто где может. А потом это поливается как бы белым молоком, как бы такой жидкой сметанкой, и получается вот такое политое. Оно все расписанное. Потом это все растечется, потому что вот эта прозрачная глазурь, это как бы пыль стекла. Ну, со всякими химией. И после температуры 1100 градусов она будет картинка. Вот такой секрет, да. Здесь ничего своего нет. Да, простите. И я не могу за это ничего продать, ничего мне не принадлежит. Есть 7-летняя школа, большая. И потом, вот, например, родители, их не устраивает образование в этой 7-летней школе. Они взяли и организовали свою школу. То есть как эксперимент. Они сдают свои репорты, они сдают, что они развиваются, как они развиваются. Это не просто, что им Ауравиль дает деньги, а они чего хотят, то делают. Нет. И тоже то их проверяют, они их знают. И это очень хорошая школа получилась. Она начиналась с 7 человек, 12 человек. У меня внучка там училась, когда там было 12. Вот. И она закончила школу. Потом, после 7-летней, есть 2 школы. Есть Future School, мой сын закончил эту школу. Там можешь учиться до 21 года. Ты выбираешь все предметы, на следующий год берешь необходимое и продолжаешь, еще учишься и учишься. Вот он полностью до 21 года доучился. Если человек приезжает без языка, вообще лучше не приезжайте. Я приехала без языка, 4 года я собирала цветочки. У нас есть 12 домиков для волонтеров, но это есть специальный сайт ауравильский, и ты туда пишешь, и тебя определяют, куда жить. Вот здесь у нас каждый получает домик махонький, у них общая кухня, 12 домиков, у них общий комплекс такой туалетно-умывальный, душевой, и они платят 1000 в месяц. Вот за проживание. Сами убирают. И дальше вы определились уже с работой, вы определились потихоньку с жильем, вы живете где-то в ньюкамерском доме, вам дают какое-то жилье, ньюкамерскую квартиру какую-то, до тех пор, пока вы не войдете в свой проект, пока он не будет закончен или что-то такое, пока вы не найдете себе другое жилье. Год еще можно жить. Здесь вот приезжают люди, работают вот с этой идеей, да, люди со своими ошибками, со своими всякими недостатками, но вот эта идея, она у них есть, они хотят, чтобы этот эксперимент развивался, чтобы вот это единство всех людей, чтобы создался паттерн. И этот паттерн, как вот по теории сотой обезьяны, да, вот он также распространяется. Результат может не здесь, а вот где-то община родилась, а где-то еще что-то. Энергия, земля крутится, все. Если вам нравятся мои видео, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Ну и, конечно, ваши умные комментарии и лайки – это всегда лучшая награда для автора. Автор выражает признательность Владе Белимовой за организацию поездки по Тамил-Наду и рекомендует ее в качестве гида по Индии.